С вами снова Валери. Сегодня мы находимся рядом со зданием газетного издательства. Наш гость прячет дворцовые интриги Камарильи прямо на первых полосках желтой прессы и виртуозно латает маскарад эзоповым языком. Но даже у того, кто держит в руках чужие грязные секреты, есть и свои чувствительные места. Как гонзо-репортажи управляют жизнью сородичей и каково это быть бунтарем, диктующим свои правила игры, узнаем из первых уст. Ты стоишь у офисного здания, рядом с боковым входом. Через какое-то время дверь скрипит, и тебя встречает твой гость. Он одет неброско, в простую спортивную, слегка оверсайз одежду, джинсы, худи, кроссовки. Он молод на вид, лет 20 примерно, слегка смазлив, голубые глаза, светлые волосы. Он улыбается тебе отработанной улыбкой и говорит: «Валерий, полагаю, заходи». Все так, доброй ночи. Она улыбается и под стук каблуков проходит внутрь. Она, как и обычно, рыжая длинноволосая девушка, длинными ногами и короткой юбкой. И она с любопытством оглядывается вокруг, пока мы не дойдем до места. Здание In Secret, вывеску которого ты видела снаружи, состоит из 3 зон. Первая небольшая — это холл с приемной. В данный момент ресепшн пустует, как и все это здание. Вы проходите дальше и видите достаточно обыденную картину офисной рутины, представляющей собой столы, стулья, компьютеры, предназначенные примерно для дюжины человек. В данный момент, разумеется, здесь также пусто. Вы идете дальше, пока не доходите до двери солидного вида, на которой висит яркая вывеска «Эмили Холл, главный редактор». Адам показывает на нее пальцем и говорит: «Не смущайся, Валери, Эмили моя помощница. Она заведует этим издательством, посмертным документом и занимается теми делами, которыми не могу заниматься я. Прошу проходить». Он открывает дверь. Проходя в кабинет и устраиваясь на предложенном месте, Валерия спрашивает: «Не могу не заметить, а Эмили ваш гуль?» «Да, все верно. Такой же, как и ты, насколько мне известно». Слегка смущенная улыбка, и Валерий покачивает головой. «Нет, меня эта судьба избежала». Адам с удивлением наклоняет голову и говорит: «Значит, меня дезинформировали. Но ты и не одна из нас. Следовательно, кто-то доверил тебе тайну маскарада, и ты все еще жива. Интересно». Не знаю, надолго ли это, но сегодня мы здесь не ради меня, верно? Можно? Прошу прощения. Адам садится напротив тебя за свой дубовый стол на кресло, на котором ты видишь вывеску фирмы Хаббард, и говорит: «Это профдеформация. Я слишком привык быть по другой стороне микрофона. Прошу, продолжай». Тоже тогда выйдем из вашей зоны комфорта. Как насчет перейти на «ты»? Да, конечно, просто Адам. Она кивает, устанавливает диктофон. Ну так вот, Адам, хорошо. Кто же ты такой? Как выглядит ваш клан? Где вы живете, чем занимаетесь? Расскажи немножко в целом и общем. Адам сидит слегка ссутулившись. Он напоминает слегка коршуна, который хищными глазами высматривает свою добычу. Он внимательно слушает твой вопрос, после чего, наконец, его губы приходят в движение. Клан Бруха — это непростая тема. Очень непростая. Если тебя интересует, что такое типичный Бруха, то мне и самому сложно сказать, потому что мы, Бруха, очень разные. Но если ты спрашиваешь о том, какие стереотипы ходят о нашем клане, то, насколько я знаю, нас все еще считают такими громилами в коже и с шипами, которые стремятся при любой возможности набить кому-то морду. Не скажу, что этот стереотип совсем уж несправедлив, но особенно в последние годы наш клан гораздо многообразнее. Я бы сказал так: всех нас объединяет то, что внутри нас есть огонь, пламя, идея, в которую мы истово верим. Иногда эти идеи могут меняться, но Бруха должен чем-то гореть. Если Бруха утратил идеалы, то, скорее всего, этот Бруха уже мертв. Если не физически, то духовно. Так что да, и вторая вещь, которая нас объединяет, это наша страсть, которую принято называть проклятием, наш гнев. Когда тебе говорят о том, что с Бруха надо говорить осторожнее, то Бруха может взорваться и
сделать что-то нехорошее, то это, к сожалению, правда, и мы всегда должны это учитывать. Из-за этого мой клан часто является социальными париями. Не все готовы брать на себя такой риск, но среди себе подобных мы можем чувствовать себя более спокойно. Мы с пониманием относимся к этой особенности друг друга. Так что да, я бы сказал, что план Бруха держится на двух вещах: идеализм и вынужденное сотрудничество, связанное с нашей природой. Я ответил на твой вопрос. Вполне. Но у меня есть еще один. Гарпия, разве это не достаточно провокационная должность? Мне кажется, она вполне вписывается в стереотип. Отчасти. Однако Бруха Гарпия — это, насколько мне известно, среди наших доменов, по крайней мере в Соединенных Штатах, слишком распространенная вещь. Как правило, эти должности, если не совсем уж наследуются, то зачастую передается по круговой поруке от уже существующих гарпий. И, как правило, это не Бруха, а кто-то из вот этого бесконечного треугольника власти. Ну, ты, наверное, знаешь. Вентру, Тореадор, Тремер. Вот эти три клана обычно всем заправляют, хотя в роли гарпии, конечно, чаще мы видим Вентру и Тореадоров. Бруха, ну, мне пришлось попотеть. Но отчасти да, эта работа соответствует моей природе, и я чувствую себя вполне комфортно, будучи гарпией, собирая слухи, распространяя их и давая волю своему писательскому таланту. Валерий улыбается, с кивком делает какую-то пометочку и возвращается к собеседнику. Ну, я думаю, об этом мы поговорим чуточку позже. А пока расскажи про становление. Почему выбрали тебя? Как выбирают вообще твой клан? По твоему мнению. Ты видишь, как улыбка Адама ненадолго треснула. Он достаточно быстро восстановил свою доброжелательную мину и ответил, слегка замешкавшись: «Я бы рад рассказать на своем примере, как Сир Бруха выбирает своего дитя, но я, к сожалению, не из тех птенцов, которых планировали сильно заранее. Отчасти мое обращение — это сочетание злого рока, трагизма, судьбы и, возможно, даже некоторые удачи. Вот так противоречиво я описываю этот опыт, потому что у меня нет однозначного мнения относительно того, чем я в итоге стал. Но становление мое произошло примерно при таких обстоятельствах, и, насколько я помню, да, наша беседа приватная же, да? Скажем так, она не уйдет за пределы нужных людей. Из цеховой солидарности, Валерий, я поверю тебе на слово и поведаю все, если не так, как было, то точно то, как я это помню. В смертные годы мне повезло выбить грант на обучение в колледже Сан-Франциско. И я начал свое обучение на журналиста. Я действительно горел этой профессией. Однако случился ряд неприятных обстоятельств внутри стен вуза, которые вынудили меня искать способы самореализации за его пределами. И в итоге я занялся чем-то вроде любительских расследований. На тот момент улицы Сан-Франциско заполонил какой-то новый наркотик. И меня удивило, что его летальность была сильно выше, чем у привычного нам крэка и фентанила, а они довольно летальные, насколько ты можешь знать. И я начал изучать что да как. В конечном итоге я с удивлением обнаружил, что во всей этой схеме замешана нежить. Ну, сородичи, вампиры. Выбирай любое слово, можешь выбрать любое. И в какой-то момент я оказался перед выбором, перед которым встают все любопытные смертные. Либо стать одним из нашего вида, либо умереть. И, как видишь, случилось первое. Однако мой Сир проблемная личность. Как я понял, он точно не комарилец, и, скорее всего, он даже не анарх. Он весьма опасная личность, но благодаря нему я смог пережить свои первые ночи и закрепиться при дворе. Он, правда, порекомендовал мне покинуть Сан-Франциско и выбрать место чуть попроще. Я остановился на Окленде, собственно, где мы с тобой сейчас и находимся. Там я, используя свои наводки, которые я собрал еще при жизни, смог доказать свою полезность при дворе и помочь уничтожить несколько сородичей нарушителей. Их тогда назвали шабашитами и сказали мне особо не вникать в то,
что это такое, и просто объяснили, что это закоренелые преступники, от которых надо избавляться, что-то вроде картелей всяких и тому подобных вещей. Зачем это надо было моему Сиру? Он никогда не отвечал на это прямо. Не то чтобы мы много общались, я видел его всего несколько раз по несколько ночей подряд. Как я понял, он избавляется от конкурентов внутри, и, видимо, тут получилось что-то вроде симбиоза. Я повышаю свою полезность и раскрываемость у двора, а он избавляется от лишних пар клыков рядом с собой. Как-то так. То Я есть так ты понимаю, мой больше рассказ тебя держишь? шокировал. Я, скажем так, удивлена. Но держишь ли ты сейчас контакт со своим Сиром, так или иначе? Или он с тобой все еще? Я не выбираю, когда мы встречаемся. Если бы у меня был выбор, я бы предпочел не встречаться никогда. Но последний раз, если мне не изменяет память, над которой он любит поработать, то последний раз мы виделись где-то лет 5 назад, наверное. По То правде, я не есть, знаю, какие у него на меня планы. Но раз он все еще меня не убил, наверное, я пока ему полезен. Адам пожимает плечами. то есть ты его шпион? Понимаешь, мне не нравится слово «шпион». Давай так, тебе знаком термин «хлебной бачок»? Не очень, честно говоря. Это жаргон из журналистской среды, и я поясню кратенько, что это такое. Есть ряд издательств, аффилированных с различными силовыми структурами. Эти силовые структуры используют данные издательства для того, чтобы сливать в паблик различную мокруху. И образуется такой забавный симбиоз. Издательство получает инсайды, которые оно не добыло бы любым другим способом, а структуры получают возможность либо насолить каким-то своим конкурентам, либо донести нужный месседж, ну и заодно держат это издательство. Да, потому что подобная деятельность незаконна, и главреда подобных изданий в любой момент можно посадить. Ну вот я что-то вроде такого сливного бачка. Да. Не совсем то, к чему я стремился, но лучше уж так, чем никак. Марилия, она в курсе того, что ты встречаешься со своим Сиром, как они относятся к этим встречам? К сожалению, он не комарилец. Это та причина, по которой подобные встречи являются очень конфиденциальной информацией. Я бы не переживал об этом настолько сильно, будь он комарильцем. Скорее всего, он скорее из врагов нашей секты. И, разумеется, при дворе об этом не знают. Хотя у меня есть некоторые подозрения, что Носферату располагают некоторой информацией. Я провожу в данный момент расследование, чтобы убедиться, насколько оправданы мои опасения. Но если эта информация уйдет, мне, скорее всего, придется уехать на восточное побережье, может, и еще дальше, если у меня будет такая возможность. Но я верен двору, если тебя интересует это. Последние годы готовы к себе плану вступления, но понимаешь, что тут есть другая загвоздка. Чем больше ты готовишь пути отхода, тем более заметными они становятся для наружного наблюдателя. И если ты собираешься сбежать, то на другой стороне задумаются, а с чего бы? И могут начать копать дальше, поэтому это палка о двух концах. Здесь нет выигрышной стратегии, к сожалению, хотя я отчаянно пытаюсь ее нащупать. А у тебя рискованная жизнь, не жизнь. Что верно, то верно. С первых лет в ночи. Впрочем, это создало мне некоторую репутацию, знаешь. При дворе я считаюсь, если не прям восходящей звездой, то достаточно выдающимся сородичем, чтобы отдавать мне на воспитание других подобных потеряшек. Это достойно внимания, если не похвалы. Ну, кто я такая, чтобы хвалить сородичей? Я так понимаю, что такие, как и вы, смотрят на обычных людей скорее с пренебрежением. Как тебе сказать? В первые годы своей нежизни я не любил людей гораздо больше, чем сейчас. Сейчас я подостыл к вам. На то есть довольно банальная причина. Я становлюсь старше. А когда ты становишься старше, то ошибки более молодых уже не выглядят чем-то злонамеренным. Они выглядят скорее как нехватка опыта, нехватка способности контролировать себя. Поэтому сейчас я стараюсь проявлять к вам снисхождение.
Вот как. Ну ладно, давай поговорим об обучении. Чему ты учишь потеряшек и много ли их? Где и на кого ты конкретно охотишься? Где и как охотятся твои подопечные? В чем особенность обучения? Хвала всему, их на самом деле было не так уж и много. Около 3, по-моему, за все время. Не знаю, можно ли считать 4-го, он достаточно быстро исчез. Но один из них был довольно примечательным, и об этом я расскажу с чуть большим удовольствием. Одна из гарантий моего пребывания при дворе — это достаточно неплохие отношения с кланом Малкавиан. Тебе же знакомы все эти термины, надеюсь? Да. Так вот, у клана Малкавиан, разумеется, есть примаген, и этот примаген должен мне достаточно важную услугу. У него несколько необычные вкусовые предпочтения, и вот однажды он заигрался с одним мальчиком и обратил его. И он не захотел ни нести за него ответственность, ни смотреть, как чистильщик отрывает ему по нашим личным каналам и договоренностям. Я согласился взять его под опеку. Он совсем не смышленый же был, поэтому я обучал его самым простым тактикам охоты. Современный мир дает довольно много пространства. Например, ты знаешь, что Пицца Хат и Папа Джонс работают до 3 ночи. И, разумеется, мы не питаемся пиццей, сразу говорю тебе, но мы вполне можем покушать курьера. Особенно, если это грамотно все обставить. И одна из первых охот, которые я учил этого мальчика, это вызвать курьера, заболтать его, напоить и после этого спокойно выпить. После чего привести в чувство и выставить. Зачастую курьеры даже оказываются нам благодарны. Затем я пригласил его на одно из светских мероприятий, которые тогда приходили в Окленде. Он достаточно неплохо себя там показал. Даже кому-то понравился, и постепенно я смог его сплавить в более заинтересованного покровителя. Надеюсь, чаевые курьерам вы оставляете достаточные. Но это так, в рамках шутки. А на кого охотишься конкретно ты? Тоже на курьеров или что-то более широкое? В первые годы своей жизни практически на все подряд. На все, что ходило и на 2 ногах, и на большем их количестве. Знаешь, как некоторые бруха становятся сильнее и быстрее остальных? Секрет довольно прост. Когда охотишься на бродячих собак, нужно быть быстрым, сильным и выносливым. Он улыбается. Даже слегка посмеивается. Но иногда мне везло больше, и мне попадались одинокие пьяницы, которые были достаточно трезвые, чтобы ходить на своих двоих, но недостаточно трезвые, чтобы понимать, что, возможно, не стоит с человеком, которого знаешь пару часов, идти в какой-то темный переулок. Иногда мне доводилось питаться на зачистках. Как тебе сказать? Наверняка уже догадалась, что в первые свои годы жизни я работал на местного шерифа. Если не догадалась, то вот я тебе сообщаю. И бывало такое, что в особенно голодные ночи я перекусывал кровью тех, от кого мы должны были этот город чистить. Но говорю сразу, я никогда не пил до конца. И даже не потому, что боялся этого мифического акта каннибализма, а потому что не хотел убивать. Это было главное мое условие работы на тогдашнего шерифа, которое он, к сожалению, нарушил. Весьма необычно. Сейчас у меня более широкое меню. Я иногда также не брезгую пьяницами. Животные остались в прошлом. Но благодаря некоторой популярности, пусть и умеренной, но популярности моего издательства, а также умеренно раскрученного аккаунта в Твиттере, мне периодически удается перекусить фанатами. Ты можешь попробовать поискать мой профиль в этой соцсети. Тебе, правда, скорее всего, выдаст много результатов. Я взял себе юзертег Джон Доу. Значит, прищуривается, слегка улыбаясь. Весьма популярное имя. На то был и расчет. Ты заикнулся про дисциплины. Если я правильно понимаю, ты можешь быть супербыстрым, суперсильным. Что там еще? Суперпритягательным. Ну, ты, наверное, это уже заметила. Определенно.
Ну тогда расскажи, может, был какой-то интересный случай применения твоих дисциплин, или, может быть, не твоих, которые тебе запомнились, или о которых ты хочешь рассказать? Ох, Валерий, с дисциплинами на самом деле все довольно сложно. Дисциплины Бруха довольно прямолинейны. Самая интересная сила, которая у нас есть, самая тонкая, это способность влиять на эмоции. Ну, я тебе говорю сразу, на тебя я ничего подобного не использовал. И я их в основном использовал по их прямому назначению. Я умею становиться страшным, когда мне это нужно. Я умею становиться притягательным, когда я голоден. Это отчасти закрывает мои потребности в питании. Способность быть быстрее и сильнее других является чем-то вроде страховки на тот случай, когда мое обаяние дает сбои. Ну, это получается довольно... Что до интересных ситуаций, она связана скорее с образом нашей не жизни, чем с какими-то дисциплинами. Например, знаешь, у меня в смертные годы была одна, то ли соперница, хотя я бы скорее назвал ее врагом, та еще сука, в общем. Мы обучались с ней на одном курсе, и она была причиной того, почему я в какой-то момент не захотел туда возвращаться. И вот однажды уже, будучи в текущем состоянии, я твердо намерился прийти к ней в гости и просто прикончить. На тот момент мной управляли темные порывы, прошу мне это простить. Но когда я встретил ее, уже будучи сородичем, я вместо яркой и амбициозной, подающей надежды журналистки увидел разбитую жизнью усталую женщину, которая, как оказалось, воспитывает осиротевших племянников. И увидев, в каком состоянии она находится, я решил, что ее текущая жизнь будет гораздо хуже любой смерти, и решил сделать ее своим гулем. Да, это Эмили. Познакомься. Теперь она работает у меня главредом на минимальной ставке. Вот так враги могут превратиться в друзей. Это, наверное, одна из тех историй, которую я действительно могу назвать примечательной. В некотором смысле даже позитивной. Значит, больше это не наказание. Он пожимает плечами. Ну, как тебе сказать? Я обеспечиваю способность вести ее убогий быт. Не даю ей взлететь слишком высоко, но зато у нее достаточно большой простор для самореализации. Все-таки она главред, а не абы кто. Если ты про то, хочу ли я ее обращать, то на самом деле и сам не знаю. Даже если у меня будет разрешение на то, чтобы кого-то обратить, повторять ошибки своей смертной жизни, возможно, не стоит. Понимаю. Брать на себя лишнюю ответственность при твоей должности и ситуации было бы немного чересчур. Хотя вы, ребята, рисковые, кто вас знает. Он улыбается. Давай поговорим про еще немного про отношение к сектам. Ты уже рассказал про Камарилью, немного затронул шабаш. Можешь добавить про них что-то еще и расскажи, как ты относишься к анархам. К анархам я отношусь на самом деле как к Бруха, потому что они во многом очень похожи на нас, и среди анархов много Бруха, насколько я знаю. Они все очень разные. Часть из них очень интересная, часть из них похожа на меня, но с условием, что им повезло чуть меньше. Но большинство из них скорее растрата крови, я бы сказал. Потому что занимаются они, по сути, ничем, бесконечно лелеют свой ресентимент и считают, что им все вокруг должны за то, что их когда-то обидели. Это неконструктивный подход. Так что отношение примерно такое. С сдержанным интересом, я бы сказал. А много ли их в твоем окружении? Ты с ними вообще общаешься? Адам пожимает плечами. Ну, слушай, на них, конечно, нет никакой вывески. Я не скажу, что общаюсь с ними достаточно часто или достаточно редко, но периодически случается. Я просто не слишком контактный сородич, и вижусь я с ними преимущественно на гвалтах. Знаешь, что такое гвалт? А вот это вот интересно. Слово слышала, но поясни. Это традиция нашего клана. Периодически Бруха с огромной территории, в нашем случае со всей Калифорнии, собираются в каком-то определенном месте для такого своеобразного межсобойчика. Иногда у гвалтов бывает определенная тематическая направленность.
А иногда бывает так, что мы собираемся просто потусить и выяснить, чем мы хотим заняться, так сказать, в процессе. И на таких мероприятиях анархов я действительно вижу довольно часто, и они частенько скучают во время моих выступлений. А иногда они свою скуку выражают способами, которые мне очень не нравятся. Благо, я уже достаточно взрослый, чтобы ставить этих выскочек на место самостоятельно. Как я понял, я по меркам нашего клана уже достаточно солидного возраста. А могу ли я спросить, сколько тебе лет? Да, конечно, это не секрет. С того момента, как меня обратили, прошло чуть больше 25 лет. Хм, так это и правда не то чтобы много. Ну, я тоже так думал, но среди моих соклановцев огромное количество сородичей гораздо более молодого возраста. По крайней мере, в Калифорнии. Я не знаю, как в других местах. Ну ладно, про соклановцев мы поговорили. А что насчет остальных? Кто твои друзья среди других кланов? Может быть, с кем у вас вражда, у тебя лично или у клана в целом? Расскажи что-нибудь об этом. Меня очень не любит клан Тореадор, и это взаимно. Причина до банального проста. Они считают, что я влез не на свое место, и считают меня такой круглой затычкой в квадратном отверстии. Но лично я считаю, что они просто завидуют. Но по этой причине профессиональной ревности отношения у нас натянутые. Многие среди моего клана не любят Вентру. И я это отношение не то чтобы разделяю, потому что я понимаю то, что не любят Вентру, и это справедливо, но они приносят довольно много пользы нашему обществу. В том числе и лично мне. У меня есть довольно близкий союзник из этого клана, которому я отчасти обязан своим положением. Поэтому к Вентру я отношусь скорее положительно. Что до Носферату, то они сложные. Я скажу такую вещь, которая, возможно, покажется абсурдной, но Носферату и Тореадоры до одури друг на друга похожи. И те зациклены на своей внешности и строят на этом свою личность. Только по-разному. И среди Носферату довольно много тех, кто этим страдает. Однако те из них, кто смогли показать недовольство от своего проклятия и как-то справиться с телесной дисморфией, они очень опасны, очень умные и очень полезные сородичи. Чтоб ты понимала, когда я только стал Гарпией, именно Гарпия из клана Носферату была той, кто помогла мне укрепиться в этой роли. Интересно, то есть, получается, Гарпию никто не назначает, если я правильно понимаю? Назначают, разумеется, назначают, но были свои условия. Конкретно ту Гарпию назначили задолго до меня. Меня назначили в результате того, что сменился в городе политический климат. У нас в Окленде менялся князь. До этого был Малкавия, а сейчас это довольно стрёмный, простите меня за язык, представитель клана, как там они, ассамиты вроде, или они Бану Хаким сейчас себя называют, не суть важно. В общем, князь у нас тоже несколько нестандартный. Окленд — это вообще такое аномальное место. Кто вообще знает, что такое Окленд? Те, кто знают, думают, что это столица Новой Зеландии. А про американский Окленд знают, по-моему, только жители этого Окленда. Так что у нас нравы чуть посвободнее, но ситуация при этом не сильно лучше, чем было в Сан-Франциско, когда узкоглазые демоны устраивали туда рейды. И если вдруг нас кто будет слушать, пожалуйста, не обвиняйте меня в расизме. Если бы вы видели, как эти уебища используют свои руки как бумеранги, вы бы были того же мнения, а может даже более худшего. В общем, я надеюсь, что больше никогда не увижу воочию этот кошмар, и что он навсегда скрылся за океаном. Но так или иначе, в результате того, что власть у нас сменилась, я показал себя в ходе этих процессов полезным сородичем, я смог получить должность Гарпии. А те, о ком ты говоришь, как же их, Вэйджин? Я слышал это слово во время этих событий. Скорее всего, оно ассоциируется с ними. Но если ты хочешь спросить меня о них больше, то я вынужден тебя разочаровать. Я не знаю о них практически ничего, кроме того, что они как мы, но не как мы.
Она кивает. Я тоже не то чтобы много об этом слышала, но, опять же, слухи, слухи. Мы работаем с тем, что есть. Валерий, Пап- последний момент. Возможно, тебе стоит пообщаться с нашим нынешним шерифом Эми. Она в те события была погружена гораздо сильнее, и тогда я работал под ее начальством. Ну, если ты оставишь мне контакты, может быть, мы и свяжемся. Почему бы и нет? Разумеется. Хорошо. Верил ли ты в Бога до смерти? И веришь ли ты в него после? Давай так, у меня здесь позиция, которую сейчас называют агностичной. Я считаю, что если Бог и есть, то это не имеет настолько большого значения, чтобы слишком много об этом думать. Но когда я был жив, я считал, что если Бог есть, то он определенно жесток и с упоением наблюдает за нашими страданиями, ведь нет никакой другой причины, почему он позволяет нам страдать. С тех пор я слегка заматерел и, как видишь, принял более компромиссную позицию по этому вопросу. Смертная жизнь у меня была тяжелой. М. А считаешь ли ты себя проявлением какого-то божественного чуда? В конце концов, ты бессмертен, у тебя есть то, что можно назвать суперспособностями. Ты видишь, как Адам начинает посмеиваться, причем тебе кажется, что в этот раз он даже делает это искренне, что нетипично для этого разговора. После чего он приходит в себя и говорит: нет, определенно нет. Ну, как тебе сказать, некоторые считают, что любое рождение — это чудо Божье, как бы. Такое. Я не настолько романтизирую процесс воспроизводства человеческой популяции. То до нашего состояния, то я чаще слышал противоположное мнение, что мы, наоборот, прокляты этим неведомым богом, и что выступаем даже не его каким-то проявлением, а скорее агентами его антипода, дьявола, сатаны, иблиса и всего такого в таком духе. Но эти разговоры я тоже стараюсь пропускать мимо ушей. Погружаться в религиозную схоластику мне совершенно не хочется, не моя тема. Понятно. А, ну как же, возвращаясь к теме твоей занятости, ты собираешь чужие секреты. Через какие способности, например? Потому что сейчас я могу вспомнить о том, что есть те, кто может прятаться, о том, что кто-то может слышать и видеть больше, чем другие, но помимо исключительно контактов с теми же Носферату и исключительно того, что приходит к тебе сюда, в газету, чем оперируешь ты, что помогает тебе в этом? Если исключить Аду, мою бывшую наставницу из числа Носферату и прочие источники сверхъестественного происхождения, то главных источников информации у меня на данный момент два. Мой человек в отделе полицейского департамента Окленда и свой агент в общественной больнице Окленда, который работает в отделе патологоанатомии. Благодаря этим двум людям я узнаю, что происходит в подпольном мире этого города. Знаешь, да, один тебе сообщает о том, что где-то была перестрелка, а другой сообщает о том, какие трупы ему привезли на дознание. Соединить одно с другим можно относительно легко и получить интересную цельную картину произошедшего. Хм. Не каждый может похвастаться таким набором навыков, который не то чтобы напрямую связан с вашими вампирскими способностями. Это интересно. Как тебе Ну с этим ладно. связан? Способность влиять на эмоции очень помогает вам в заведении подобными контактами. Были ли какие-то ситуации, о которых, скажем, которые произвели на тебя самое сильное впечатление? Может, хочешь рассказать о чем-то подобном? Да, есть одна, помимо всего, что я уже упомянул. Помнишь, я говорил, что я работал в отряде шерифа на условии, что мне не придется отнимать жизнь, если я к этому не готов. Вот однажды это условие было нарушено. Эми, наш шериф, в какой-то момент решила, что мне нужно пройти боевое крещение и таки измазаться кровякой по полной. Но она ничего мне об этом не сказала. Просто к тому моменту, когда я приехал на зачистку, я обнаружил... Мы называем их вихтами. Ты же знаешь, что внутри каждого из нас есть зверь. Так вот, если вести себя неосторожно, то зверь захватит над тобой контроль. И то, что когда-то было человеком, потом стало сородичем, он превращается в абсолютное бессознательное чудовище, которое едва ли чем-то лучше животного. И выбор был такой, что либо он, либо я. Не скажу, что сразу после этого
я покинул отряд. Но задумка, план, как это сделать, у меня зарождался уже тогда. Я понял, что при первой же возможности я оставлю эту непорядочную женщину наедине с ее кознями. Так в итоге и произошло. А если тебя Что ты тогда интересует, почувствовал? что я почувствовал? Разочарование, боль, злость? Э, Давай так. Когда эта тварь на меня набросилась, я чувствовал страх. Животный страх, я бы даже сказал. По-моему, я даже потерял сознание. Когда я обнаружил себя перемазанным гниющими внутренностями этой твари, я был в замешательстве скорее. Я пытался осмыслить, что произошло. Потом, когда я возвращался с задания, я чувствовал себя мерзко. Как будто я опустился на то дно, до которого никогда не хотел доходить. Или не хотел хотя бы в ближайшие, лет 50. Но потом я обдумал всю эту ситуацию и понял, что это все не совпадение, и тогда меня обуял гнев. А когда прошел гнев, а гнев у нас может длиться очень долго, но друга, во мне затаилась едкая, холодная злоба, которая живет во мне до сих пор. Я все еще не хочу иметь никаких личных дел с нашим шерифом. Это можно понять. Никому не нравятся такие подставы. А то состояние, которое ты описываешь, оно обратимо? Я про того, кого тебе пришлось убить. Ты видишь, она даже не стесняется называть вещи своими именами. Шпионы, убийства, видимо, специально. Мгм. Как тебе сказать, я небольшой знаток этой темы. Мне говорили ровно одну вещь, что если тебя охватит зверь, то, скорее всего, после этого твоя не жизнь закончится, потому что тебя высадят и уничтожат. Можно ли это обратить? Думаю, если и можно, то это настолько сложно, что неоправданно в подавляющем большинстве случаев. Не просто так же мы от них избавляемся, а не лечим. Жаль. Очень жаль. Это мне напоминает какие-то фильмы про зомби, когда у людей еще есть надежда на то, что что-то можно вылечить и исправить. И она задумывается. Пожимает плечами. Я не встречал в своем окружении настолько сердобольных сородичей. Ну что ж, нотка у нас сейчас довольно мрачная. В целом, я спросила то, что хотела. Может быть, ты сам хочешь что-то добавить или обратиться к нашим слушателям или своему клану? Валерия, ты не против, если я обращусь к тебе? Конечно, я же здесь. Я думаю, я не смогу убежать, даже если захочу. Ты в любом случае покинешь это место в целости и сохранности. Я свою часть уговора соблюдаю. Тем временем ты видишь, как рука Адама тянется к микрофону, он аккуратно кладет на него указательный палец и наклоняет в свою сторону. Валерия, дорогая, расскажи, пожалуйста, хочешь ли ты стать одной из нас? Я боюсь, что такие вопросы лучше задать на приватном интервью. А у нас разве не приватно? Здесь только ты, я и твой микрофон. Ты кому-то из нас не доверяешь? После чего она выключает запись.